Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня я хочу показать очередной несложный оригинальный узорчик вот из такой блестящей пряжи. Что это за пряжа, расскажу в конце видео. Она не слишком толстая, не слишком тоненькая. Крючок у меня сегодня будет под эту пряжу. Вот моя рабочая лошадка. Крючок номер 3. Вы в свою очередь берете свою пряжу, читайте инструкции пряжи. Вам советуют там производители, какой крючок вам лучше подобрать, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она понятная, все доступно, все видно. Кто умеет работать по схемкам, пожалуйста, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек плюс 3. Я давайте наберу 4 раппорта. Это будет 4 × 8 32 и еще плюс 3 петельки 35. Итого я набираю 35 воздушных петелек, а вы набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, вначале делаем все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее мы с новичками сделаем вспомогательный ряд. Чтобы в воздушных петельках вы не запутались, мы сделаем, ну давайте, полустолбики с накидом. Как они провязываются? Смотрите, повторяйте. Итак, 2 воздушные петельки. 1, 2. Отсчитываем от крючка 4-ю петельку. 1, 2, 3, 4. Накид. В 4-ю петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку. У нас на крючке вот 3 петельки. Теперь их все вместе провязываем. 1. Это полустолбик с накидом. Накид по порядку в следующую петельку цепочки. Точно так же нырнули. Вытянули ниточку и провязали все 3 петельки вместе. 2 полустолбик с накидом. И шагаете вот так вот в каждую петельку цепочки, не торопясь, так? Ничего лишнего не провязывайте, ничего не пропускаете. Провязывайте всю, получается, цепочку полустолбиками с накидом. Это не слишком как бы быстро, но зато в дальнейшем вам будет дальше узорчик проще вязать. Вы не запутаетесь в воздушных петельках. Все, и вот так вот идете, считаете столбики, да, полустолбики с накидом. И самое главное, количество полустолбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Вот я набрала 35 воздушных петелек, значит у меня будет 35 полустолбиков. Понятно, да? Все, несложно. Вот эти 2 петельки подъема, это как бы имитация полустолбика, да, считаем за полустолбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 полустолбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, это несложно, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши полустолбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Итак, схемка, конечно, своеобразная, но будем немножко адаптировать под себя. Я здесь делаю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь накид. И по порядку, вот наш получается первый столбик, да? Вот наш второй столбик. Мы во второй столбик нырнули и провязали по 2 петельки, 2, 2, столбик с накидом. 3 петельки подъема вот эти вот, это как бы имитация столбика с накидом. То есть мы начинаем ряд 2 столбика с накидом. Идем дальше. Накид. Теперь мы пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3 в 4. Нырнули и начинаем провязывать. Столбик с накидом 1. Сюда же. Столбик с накидом 2. Сюда же. Столбик с накидом 3. Сюда же. 4. Сюда же. 5. 6. И 7. У нас с вами формируется вот такой вот веерочек. Кому быстро, нажимайте на паузу, либо нажимайте в настройках скорость и делайте так, как вам будет удобно. Итак, 7 столбиков с накидом. Дальше, смотрите, накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3 в 4. Нырнули и провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше будет только повторение. Опять накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3.
И в четвертый начинаем провязывать веерочек. Веерочек состоит из 7 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, сюда же. 5, 6 и 7. У нас сформировался еще один веерочек. Так, вот он. Мы точно так же его присоединяем. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в четвертый провязываем столбик с накидом. Понятно? И вот так вы чередуете столбик, веерочек до конца ряда. Совсем не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот наши столбики и веерочки. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем ряд? После веерочка провязали столбик с накидом. И у нас, помните, здесь были 2 петельки подъема, да, для полустолбика с накидом. Делаем накид, ныряем, получается, во вторую петельку и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 1 воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, провязываем столбик без накида. А дальше будьте внимательны. Дальше все столбики в этом ряду, да, мы будем провязывать рельефными столбиками. Смотрите, как мы делаем. Захватываем наш столбик сзади наперед, следующий, да, столбик перед крючком, вытягиваем рабочую ниточку и 2 петельки провязываем вместе. Получается рельефный лицевой столбик без накида. Пока ничего не понятно, но в дальнейшем, когда мы с вами начнем провязывать дальше рельефные столбики, будет очень даже красиво. Итак, вот наш веерочек, 7 столбиков. Мы каждый столбик будем провязывать одинаково. Смотрите, захватываем сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем рабочую ниточку и 2 петельки провязываем вместе. Рельефный лицевой столбик без накида. Второй столбик из веерочка точно так же захватили, столбик перед крючком, вытягиваем рабочую ниточку и 2 петельки вместе. Угу. Вроде ничего замудренного, да, но потом получается очень красиво. Третий столбик точно так же. Четвертый столбик точно так же. Сейчас, секундочку, пятый захватим правильно. Есть. Шестой столбик точно так же. И 7 столбик точно так же. С лицевой стороны данные столбики выглядят вот так вот. То есть ничего особенного, да? То есть вот такие вот веерочки получаются. Но когда мы переворачиваем на другую сторону, и здесь наши столбики выглядят как изнаночные, смотрите, начинает появляться объем. Видите? Рельеф, объем. Когда узорчик подрастет, будет еще более симпатично выглядеть. И все. И дальше точно так же. Опять вы шагаете в следующий столбик, вот, одиноко стоящий, захватываете его сзади наперед, столбик перед крючком, и точно так же провязываете 2 петельки вместе. Все. И следующий веерочек сразу же. Никаких воздушных петелек, ничего. Вы просто весь ряд провязываете рельефными лицевыми столбиками без накида. Все, 3. Дальше у нас 4. Дальше у нас 5. 6. 7. И одиноко стоящий вот наш столбик. И его тоже провяжем. Рельефные лицевые столбики без накида. Вот так выглядит с другой стороны. Видите? Появляется объемчик. Все, самостоятельно до конца ряда несложно у вас получится. Угу. Но в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот когда провязали рельефные столбики практически уже до конца ряда, как мы заканчиваем ряд. У нас здесь получается 2 столбика, то есть столбик и петельки подъема, да? Так вот, первый столбик мы провязываем рельефным лицевым столбиком без накида, есть. А там, где у нас были 3 петельки подъема, третью петельку аккуратненько ныряем и провязываем столбик обычный, без накида, все, наш ряд закончен. Далее, смотрите, 1 воздушная петелька, поворот. И сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Следующий столбик по порядку, опять же, столбик без накида. Есть. Вот как мы начинали наши 2 столбика, да? Дальше идем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем 3 наших столбика рельефных. 1, 2,
3 в четвертый. Вот он центральный. Вот он, видите? В центре веерочка. Нырнули, вытянули ниточку и подтянули на высоту столбика. Не провязываем. Держим на крючке, считаем. Раз. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Вы можете делать и 4, и 5, и 6, 7, 10, сколько угодно. Да? От этого, конечно, будет более эффектно выглядеть узорчик, но пряжа скушает больше. Итак, я набрала 3 петельки, 3 накида. Все вместе за один раз провязываем и обязательно зафиксируйте, чтобы они у вас не разбежались. Вот такой вот пышный столбик. Воздушная петелька. Делаем такой же пышный столбик вот сюда же. Раз, накид, 2, накид, 3. Повторю, сделайте 4, 5, 7, попробуйте. Все вместе провязали, обязательно зафиксировали. Вот, уже 2 пышных столбика. Воздушная петелька. И сюда же делаем третий пышный столбик. Раз, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот, над веерочком выросли вот такие вот 3 пышных столбика. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. Раз, 2, 3. И в четвертый провязываем столбик без накида. Угу. Дальше будет только повторение. Опять 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. Раз, 2, 3. И в четвертый опять провязываем пышные элементы. Набираем петельки. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Сюда же опять набираем. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И третий раз. Раз, 2, 3. Провязали, обязательно зафиксировали. Угу, угу. И идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. Раз, 2, 3. И вот наш столбик одиноко стоящий. Да? Мы над ним провязываем столбик без накида. Все. Вот это вот весь ряд. Точно так же продолжаете до конца ряда. Но в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот что у нас по итогу получается. И как мы заканчиваем ряд. У нас же здесь получается, когда пропускаем 3 столбика, да? Раз, 2, 3, остаются 2 столбика. И вот мы, получается, в предпоследний провязываем столбик без накида. И здесь у нас, получается, была петелька подъема, да, предыдущего ряда. Мы в нее провязываем тоже столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. И вот во второй столбик предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Вот. 3 петельки подъема — это имитация столбика с накидом. Дальше, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Переключаемся вот на наши пышные элементы. Здесь есть 2 арочки. Первая и вторая. Вначале в первую нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Теперь ныряем во вторую арочку и провязываем столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Теперь припрыгиваем вот наш центральный столбик, да, вот так вот идет, идет, идет. Вот в него же провязываем столбик с накидом. Вот, смотрите, видите, что получается? Угу. Угу. Дальше повторение. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Вот 3 наших пышных элемента. Первая арочка, вторая арочка. В первую арочку нырнули, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Во вторую арочку нырнули, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И дальше идет у нас вот такой вот высокий столбик с накидом. Понятно? Все. Все, несложно, несложно. И так шагайте до конца ряда. Давайте. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Вот такие вот наши арочки. Такой интересный ажур получается, да? Как мы заканчиваем ряд? Вот у нас здесь 2 столбика. Вот столбик с накидом я уже провязала. А здесь, получается, помните, была петелька подъема, да? Вот мы в нее провязываем еще один столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Поняли, да? То есть начинается и заканчивается 2 столбиками. То есть они могут быть либо с накидом, либо без накида. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот, накид. И опять вот наш второй столбик провязываем столбик с накидом.
Есть. Теперь смотрите, делаем накид, перепрыгиваем вот нашу центральную арочку. Вот видите, центр хорошо видно. И в эту арочку провязываем веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4, 5, 6 и 7. Точно такой же веерочек мы провязывали с вами вот в нашем самом первом ряду, помните, нашего узорчика. Все, и опять переключаемся. Вот наш центральный, так скажем, столбик идет, ну как мы назовем его, да, один одиноко стоящий, и мы опять в него, в верхушку, провязываем столбик с накидом. Есть. Поняли? Вот. И дальше опять точно так же перепрыгиваем вот центральную арочку, вот эту вот, видите, ее хорошо видно. И в нее опять начинаем набирать веерочек 7 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4. Вяжу уже быстрее 5, потому что мы это уже с вами провязывали. 6, 7. И опять же переключаюсь на следующий вот так вот наш одиноко стоящий столбик. И здесь провязываю столбик с накидом. Поняли? То есть мы с вами уже провязали вертикальный раппорт узора. Он начинается с веерочков, потом идут рельефные столбики, потом пышные столбики, арочки. 4 ряда. Опять начинаются веерочки, потом будут рельефные столбики, потом будут пышные столбики, арочки. Как вам? Все, вот он весь узорчик. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что оригинально необычно, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая необыкновенная красота у меня получилась. Вот такие вот подчеркнутые рельефными столбиками рядочки. Видите, да, горизонтальные. Вот так выглядит с этой стороны. Вот так выглядит с этой стороны. Видите, узорчик какой получается. За счет рельефных столбиков он получается односторонний. И вы знаете, когда я уже провязала несколько рядочков, я решила, что было бы неплохо вот здесь вот в местах, да, вот здесь вот провязывать рельефные столбики тоже. Здесь они будут выглядеть, получается, как рельефные лицевые. Поняли, да? И за счет этого будет квадратик. А? Как вам? Ну, как бы как идейка, да? Было бы тоже, наверное, неплохо. То есть с этой стороны горизонтальные полосочки за счет рельефных изнаночных, а здесь были бы вертикальные полосочки за счет рельефных лицевых. Мне кажется, было бы здорово. Как вам? Из моей пряжи вот так вот тянется, вот так вот тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Обязательно провязывайте своей пряжей, своей рукой, своей плотностью вязания. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит совсем по-разному, имеет разные размеры и так далее. Давайте покажу, какой ниточкой я сегодня вязала. Новички, кто еще не знаком с данной ниточкой, знакомьтесь. Называется ниточка Alize Angora Gold Simli. Так, моточки, смотрите, по 100 грамм, 100 граммах 500 метров. Это 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлическая ниточка. И советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, у меня 3 под мою плотность вязания, под мой узорчик. Если кому понравился цвет, многим он нравится, 452. Вот такая вот блестящая ниточка. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Итак, я набирала 35 воздушных петелек. Повторюсь, моей рукой, моей плотностью вязания, да? У меня цифры, вот, смотрите, какие. Ну, практически 17 сантиметров, да? Может быть, даже 17. Вот, 17 сантиметров. А здесь получается один вертикальный раппорт узорчика, 4 ряда, да? Раз, два, три, 4. Получается у меня здесь раз, два, 3 полных раппорта. Так, это получается у нас 9 рядочков, 10, 11, 12. И самый первый с новичками набирали 13. Берем по самой верхней точке. Это получается 13,5 сантиметров. И берем, ну так скажем, по нижней точке, да, если так вот посмотреть, то здесь получается вот 12 сантиметров. Вы данный узор не забывайте, что можете переворачивать. То есть он у вас может смотреть веерочками вниз. Что это у вас будет? Топик, маечка, да? То вот так вот будет как раз очень логично, если будет заканчиваться край. Вы можете здесь придумать обвязку, какую захотите, да? А если хотите ровный краешек, то вы просто провязываете дальше следующий ряд с арочками. Поняли, да? Все, и несложно. Как вам?
Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Не забывайте заглядывать в плейлисты на моем канале, узоров очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Вот такая красота. У кого есть возможность нажимать на кнопочку на спонсорство, заранее тоже спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.